Добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на весну 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать с вами апрель, май и июнь, ведь астрономическая весна у нас идет с 20 марта по 21 июня. Этот гороскоп вы можете смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И да, это общий гороскоп, но я буду рассказывать информацию для каждой декады отдельно, потому что специфика прохождения периодов у каждой отдельной декады разная. И да, если вы смотрите по Солнцу, то овны первой декады — это все те, кто родился в марте. Овны второй декады, если вы родились с 1 по 10 апреля. И овны третьей декады, если вы родились с 11 апреля и до знака зодиака Телец. И если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Овен делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, тогда вы первая декада Овна по асценденту. И если ваш асцендент попадает с 11 по 20 градус, тогда это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Овна по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? У нас с вами основные события апреля — это уже пройденное полнолуние 2 апреля, такое яркое, мощное, амбициозное полнолуние в весах. И у нас сейчас на 2 недели на убывающем лунном цикле как раз-таки нужно включаться в работу, завершить все свои старые прошлые дела. Там, где мы не договорились, нужно постараться договориться, потому что следом у нас идет такое основательное событие — это новолуние. Новолуние в Овне 17 апреля. И да, в этом апреле у нас еще Уран меняет знак. Это 26 апреля 2026 года. И Уран переходит в знак Близнецы, а все то, что находится в Близнецах, очень хорошо влияет на овнов. Поэтому здесь, дорогие мои овны, с конца апреля жизнь наша начнет очень сильно и быстро меняться. На самом-то деле это видно уже сейчас. Меняются все планы, проекты, где-то обнуляются, где-то изменяются, где-то резко перестраиваются. Все наши социальные сети, контакты, связи — все это подлежит изменениям, сфера образования, транспорта, логистики. И да, это потихонечку начнет меняться до 2033 года, поменяется очень сильно. Не могу сказать в лучшую или в худшую сторону, потому что моменты будут разные. В каждом году транзиты совершенно разные. И да, у меня на эту тему есть большое видео «Уран в Близнецах». Можете посмотреть, как на каждую отдельную декаду Овнов будет влиять этот Уран. Но опять же говорю, что это будет гармоничный аспект, но не все бывают справляются с этими гармоничными аспектами. И первые в апреле почувствуют изменения. Это Овны первой декады. И да, если говорить вообще про весь апрель, то со 2 по 17 апреля у нас такой большой, мощный период, когда нам нужно завершать все свои какие-то старые дела, моменты, где мы устали, где мы не включались, где мы надоело нам что-то в своей личной жизни делать, потому что на самом-то деле у нас 14 февраля Сатурн зашел в знак Овна, и до 13 апреля 2028 года он будет находиться в знаке Овен. Для чего нам это, дорогие? Для того, чтобы выстроить дисциплину. И очень хорошо эту историю сейчас будут понимать овны первой декады. Это весь апрель и первую половину мая. Со второй половины мая и на все лето будут эту историю чувствовать овны второй декады. Овны третьей декады, сейчас вы меня спросите, когда начнут чувствовать прям четкое влияние Сатурна в Овне, это весна 2027 года. До этого момента Сатурн до вас не дотягивается. Конечно же, если у вас нет личных персональных транзитов, которые я здесь не вижу, у меня общий гороскоп и домарная сетка, она на общие транзиты. Понимаете, о чем я говорю? И да, Сатурн в Овне не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы дисциплинировать, выработать в нас профессионализм, для того, чтобы мы построили в своей жизни четкую платформу, фундамент в виде нашей работы, карьеры, статуса, недвижимости. Если это работа, то она должна приносить те самые деньги, средства, которые будут стабильны.
это также момент для того, чтобы выработать свой распорядок дня, не просто дисциплину, распорядок дня, планировать, выработать ответственность не по отношению даже к другим людям, а по отношению к главному человеку в жизни, это к себе. То есть здесь забота о себе, о своем теле, о своем здоровье, о своем позвоночнике. И если, дорогие овны первой декады, у вас сейчас есть вопросики с этим, зубы, кости, спина, колени, здесь нужно просто-таки понимать, что пришло время уделить своему здоровью и себе. И да, дисциплина со своим телом, со своим организмом, здоровьем, в финансах, и тогда все будет хорошо, будет идти так, как вы хотите. Опять же говорю, что Сатурн не для того, чтобы напугать, потому что он идет в соединении с Нептуном, в потрясающих гармоничных аспектах с Плутоном и с Ураном. И это история движения и трансформации вперед. Очень хорошо сейчас ее чувствуют в апреле. И первую половину мая это Овны первой декады. Овны второй декады сейчас у вас на этот апрель такая мощная история решения своих противоречий. То есть и там, где вы не могли договориться, опять же, идет квадратура Юпитера к Овнам второй декады. Про что Юпитер? Это наш социальный рост, социальный статус, но не в такой напряженной ситуации, например, как Сатурн, да, Сатурн это тоже социальная планета, а здесь наоборот, если вам в работе не хватает знаний, нужно повышать квалификации, компетенции, учиться, обучаться, договариваться, искать контакты, в знании иностранных языков, поездки, путешествия, переговоры. То есть эта вся история вам нужна для поднятия в жизни. Также здесь может случиться переезд на напряженных началах, но опять же, если посмотреть, что где-то мы были неправы, переезд нам дастся легче. Если понять, что мы для какой-то работы не нарабатываем компетенции, нам не хватает профессиональных навыков, если честно себе в этом признаться, тогда это будет очень хорошая история. У Овна второй декады здесь еще есть вероятность залезть в какие-то суды, причем это может быть на каком-то ровном месте от чувства страха, волнений, потому что сейчас еще Лилит идет по второй декаде Стрельца, и хоть это гармоничный аспект ко второй декаде Овнов, но весь апрель, май и до 21 июня Лилит будет идти по второй декаде Стрельца, значит, Овны второй декады все это время будут думать и переживать: я достоин, недостоин, могу ли я, не могу, хочу, позволительно ли мне, можно ли мне, заслужил, а может быть не заслужила. То есть это вот такие, понимаете, вопросы, на самом деле это страх роста, страх масштаба личности, да, потому что не все могут справиться со своим успехом. Кстати, Овны третьей декады эту историю очень хорошо запоминайте, потому что у вас с 21 июня по 13 сентября 2026 года Лилит будет идти по третьей декаде Стрельца и делать аспект Овна третьей декады. То есть, поэтому здесь, как говорится, запоминайте чувство страха, волнения к своему масштабу, к большим деньгам, к улучшению качества жизни, к комфорту. Здесь моменты неприятия, что где-то придется меняться, делать больше. И да, это просто дисциплина, это просто нужно понять, что на том уровне вы уже наигрались, то есть вы уже попробовали все варианты, все инструменты. Если вы на какой-то должности уже 5, 7, 10 лет, и вы понимаете, что вы уже вот все там сделали, то естественный и логичный следующий этап – это рост. Но многие, к сожалению, этого боятся. Поэтому Овны второй декады, у вас рост на этот апрель, и он будет вот такой масштабный. Конечно же, будет с различными изменениями, то есть внедрять нечто новое в свою жизнь, внедрять развитие масштабной своей личности, либо же это в семье могут возникнуть вопросики с приобретением недвижимости, потому что Юпитер, находящийся в раке, это решение своих проблем семейных,
путем приобретения недвижимости, своего имущества. Будет ли это страшно? Конечно. Вам будет страшно, что вы не потянете, что вы не сможете, что вы недостойны. И эта история будет продолжаться до конца июня. Поэтому здесь просто понимайте, что вот этот уровень уже пройден, уже неинтересно. Поэтому нужны новые цели, планы, проекты, движения вперед. И да, овны второй декады, это не будет даваться легко. Это будет идти, естественно, с преградами, это будет идти с волнениями. Если это будут поездки, командировки, то будут какие-то ситуации, в которые будут неоднозначны. Не бросайте, не нервируйтесь, не раздражайтесь, не спорьте по пустякам, не портите отношения, не создавайте ссоры, скандалы, потому что у нас Юпитер вот сейчас делает в начале апреля квадратуру к Солнцу. Эта история, конечно, к середине апреля распадется, но к концу апреля там уже будет как раз-таки аспект Юпитера к Меркурию, к Марсу, который в Овне второй декаде находится, поэтому здесь еще захочется поагрессировать. Поэтому не выходите на те самые частоты, на которые выходить не надо. Овны третьей декады, этот апрель у вас, могу сказать, дорогие, такой период определиться, подумать, подействовать. Не могу сказать, что у вас есть здесь какие-то специфические сложные моменты. Нет, разве что вы чувствуете подсознательно, что жизнь меняется, нужно не бояться нового, нужно не бояться сложностей, трудностей. У Овнов третьей декады сейчас такой период, что еще не пришел Юпитер в третью декаду Рака, не пришла вот эта волна внутренних противоречий, что вы не согласны, поэтому апрель, могу сказать, что у Овнов третьей декады, конечно же, если у вас нет личных персональных транзитов, только это движение вперед, это движение в рост, это коммуникация, настройка своей жизни, подготовка к масштабу, опять же, но он не будет даваться легко, потому что у нас в первой-второй неделе мая Юпитер меняет декаду, переходит в третью декаду знака Рак и будет делать квадратуру к Овнам третьей декады. А это либо противоречие, либо же наоборот наше медленное, но и напряженное движение к успеху, к масштабу, к финансам, то есть к построению своей более комфортной жизни. И да, с первого раза может не получиться. Но у нас 30 июня 2026 года Юпитер меняет знак, переходит в знак Льва. И он будет целый год идти по Льву. А все то, что идет в знаке Льва, гармонично влияет на Овнов. Поэтому вот там будет уже идти развитие и масштаб без такого напряжения. Но опять же, для того, чтобы развитие уже шло на том уровне, на котором вы хотите, это новая работа, это улучшение качества жизни, повышение вашего профессионализма, новые люди, новые клиенты, тогда здесь нужно подготавливать почву. И здесь именно сейчас такой очень хороший момент, я могу сказать, когда нужно как раз-таки подготавливать вот эти вот все ситуации, когда вы понимаете, что, возможно, придется быть где-то не идеальными, потому что на новом уровне всегда сложнее, потому что вы на этом-то все уже умеете, вы уже все знаете, а если у вас план к росту, к масштабу, то тогда, конечно же, понимаете, что вам нужно убрать из своей жизни для того, чтобы лучше планировать свое время. Потому что у нас 27 июля 2026 года еще и кармические узлы меняют знак, и они переходят в третью декаду, потому что они у нас идут в обратную сторону, Льва, Водолея. То есть это сразу будут такие большие, мощные подъемы, вопросы, кармические задачи для Овнов третьей декады, понимаете, дорогие? То есть лето у вас будет максимально бурное. То есть здесь нужно прямо-таки понимать, и эти вопросы будут, как говорится, с прошлых ваших ситуаций, не с прошлых жизней, а ситуаций в этой жизни, да, потому что кармические задачи, вопросы – это всегда результат наших прошлых действий, это будут гармоничные вопросы, но все эти истории будут поднимать вас вверх,
в масштаб, в развитие, в рост, но это будет страшно. Это будет страшно, потому что там Лилит будет в третьей декаде Стрельца. Понимаете, о чем я говорю? И да, этот апрель, он такой хороший толчок на свои дни рождения, дорогие овны. Овны первой декады уже прошли свои дни рождения, у вас уже такая четкая работа с Сатурном, с Нептуном, и я надеюсь, что Нептун не выводит вас на сильные эмоции, вот такие иллюзии в глазах очень сильные не появляются, потому что такой иллюзорный фон восприятия может меняться. Поэтому здесь старайтесь максимально быть приземленной. Вообще овны и первой, и второй, и третьей декады, пока Сатурн находится в вашем знаке, нужно максимально честно, четко, профессионализмом проходить к своей работе, к своей жизни, к своей личной жизни, к себе, к своему организму, к своему здоровью. То есть максимально честно говорить себе правду всегда, каждый день. Тогда все вопросы будут решаться очень легко, очень быстро. Опять же, все вопросы Сатурна, они такие достаточно сложные, но тем не менее они будут понятны, и у вас будет результат ваших действий. Тем не менее, на этот апрель, если говорить про события у Овнов первой декады, это хорошая история приобретения недвижимости, построения бизнеса, хорошей работы. Если вы будете раскачивать свой профессионализм и понимать, что вы хотите и куда вы идете. Также в конце апреля, когда у нас поменяет знак Уран, приобретение автомобиля тоже это будет вопросик для Овнов первой декады, на хороших аспектах, на хороших транзитах. А вообще это очень хорошая история для Овнов первой декады построения бизнеса в этом апреле. Бизнес, работа, финансы. Овна второй декады, я уже говорила, это рост, масштаб с помощью Юпитера, навыки, новые компетенции, масштаб вашей личности, расширение, движение вперед. У Овнов третьей декады это навести порядок в своей жизни. Что же вы хотите? Расчистить завалы, освободить место для нового, потому что новое придет уже в мае. И да, из ярких событий апреля это новолуние 17 числа. Кто очень сильно почувствует эту историю? Овны первой декады максимально четко, ярко и хорошо. И если здесь у вас будет какое-то важное вложение для себя, это очень хорошо. Какое-то такое очень сильное приобретение, что-то в профессиональном росте, это очень хорошая история. У Овнов третьей декады это как раз-таки та история движения вперед. Кем вы хотите стать, когда вырастете? Какого птица вы масштаба и полета? И я вам желаю, конечно же, здесь не малодушничать. Вот прям максимально честно, красиво себе говорить для того, чтобы идти к той самой цели, которой вам даже немножечко страшно идти. Но если вы ее себе представляете, значит ресурс у вас на это есть. Но второй декады я уже сказала. Меньше бойтесь, больше делайте в этом апреле, и тогда май будет еще ярче. И да, идем дальше. Из событий мая, конечно, хочу сказать, что у нас в мае, 1 мая у нас полнолуние в Скорпионе. 6 мая у нас Плутон уходит в ретроградное движение до 15 октября 2026 года. Поэтому здесь, дорогие, это ежегодная акция, работа над ошибками. Почувствуют это движение Овны первой декады. Будет время вернуться назад и реализовать все то, что не реализовали, либо побоялись. Плутон идет в гармоничном аспекте к Овнам первой декады, а это вынужденная трансформация для достижения успеха, для получения того, чего вам хочется. И да, что еще в этом мае, 16-17 мая, новолуние в Тельце, максимально четкое новолуние, и с этого периода начинаются все чудеса на виражах. Но вернусь в начало мая. Почему? Полнолуние 1 мая, полнолуние в Скорпионе, причем и Солнце, и Луна в квадратурах на Плутоне. И это история, которая заставляет хотеть больше, больше зарабатывать, двигаться вперед очень сильно. Но перед этим, конечно же, конец апреля, Уран у нас меняет знак 26 апреля 2026 года в соединении с Венерой. И да, в этот момент Юпитер у нас становится в квадратуру с Меркурием, который в Овне, в квадратуру с Марсом, который в Овне, да, и эта история
накопленных противоречий, либо нереализованность накопленная, либо наши противоречия, где мы с чем-то не согласны, с кем-то не согласны, с событиями, с ситуациями. Но, дорогие, опять же, полнолуние 1 мая говорит нам, полнолуние в Скорпионе, эта история всегда про выживание. Выживает сильнейший. Старайтесь не создать себе множество ссор и конфликт. Особенно овны второй декады. Не надо этого делать. Только испортите себе настроение жизни, создадите очень много ситуаций в конце апреля и в начале мая, которые можно не создавать. А если быть наоборот продуктивными, делать очень много чего, тогда получится хорошо. Овны первой декады, вот здесь максимальная продуктивность, конечно же, от Сатурна. Нептун дает вот такое состояние где-то иллюзорности, где-то захочется полениться. Но опять же, просто ищите баланс отдыха и работы. И тогда Овны первой декады будет хорошо идти. И май, понимаете, о чем я говорю? Овны третьей декады. Конец апреля и начало мая. Почему я уделяю этому отрезку времени такое значение? Потому что когда Уран поменяет знак, наша жизнь очень сильно будет меняться. И здесь главное не реагировать, дорогие овны, на ситуации внешних событий, не выходить на эмоции. У овнов третьей декады и второй декады. Но у второй декады здесь такая агрессивность может быть, которую нужно трансформировать в работу, в деятельность и находить новые источники заработка, движений, коммуникации и тому подобное. Овны третьей декады, здесь нужно, естественно, нужно находить нужных людей, клиентов. То есть здесь с Меркурием аспект в конце апреля, в начале мая, то есть это вот 2 недели. И здесь нужно максимально договариваться, не спорить. Если получились какие-то ситуации со стрессом, нужно сделать так, чтобы всем было хорошо. То есть не уходить в еще больший стресс, потому что все-таки потом в мае Меркурий будет в гармоничном аспекте. То есть не уходить в агрессию, потому что у Овнов третьей декады эта история может продлиться до середины мая. Не надо так делать. Поэтому максимально в продуктивность, в коммуникацию, в движение, решение своих вопросов, ключевых проблем, которые на тот момент будут. И да, с 26 апреля у нас Уран меняет знак в соединении с Венерой, а это аспект, когда захочется нечто легкого в отношениях, нечто нового, либо отношения захочется другие. И да, у нас в мае Венера будет находиться в знаке Близнецы, при всем при этом она будет еще в оппозиции с Лилит. А эта история всегда, когда нам хочется легкости, когда нам хочется не брать ответственность, когда наши страхи движут нами, мы выходим из отношений, потому что мы боимся, либо нас бросят, либо какие-то другие моменты вскроются в отношениях, и нам просто страшно. Или же если в вашей жизни это будет не про отношения, потому что Венера это про отношения и про деньги. И да, когда Венера будет в Близнецах с 26 апреля, здесь момент того, что захочется как-то тратить деньги, начать в легкости, на какие-то интересные штуки, на какие-то мимолетные поездки, на какие-то истории, которые раньше себе не могли позволить. И будет казаться, что деньги уходят в никуда. Эта история очень печально может быть, если не контролировать свои финансы. Вообще, дорогие, могу сказать, что с конца апреля и май не очень удачное время вкладывать деньги в странные истории. Это я говорю овнам и первой, и второй, и третьей декады. Ситуация будет неоднозначной, и она будет еще больше накаляться к новолунию. Новолуние у нас 16-17 мая. Все зависит от полушария, в котором вы сейчас находитесь. И да, к этим датам будут стекаться вопросы с финансами. Опять же, у нас на новолуние Солнце в соединении с Луной, в соединении с Меркурием, в соединении с Ураном. И все это в квадратурах на кармических узлах. Это должно быть потрясающее, продуктивное, четкое и честное новолуние, то есть новый лунный цикл, который продлится до 15 июня. Здесь нужно максимально честно идти в свои финансы, в своих отношениях. Почему? Потому что с 17 мая у нас Венера становится в квадратуру с Нептуном.
И эта история продлится с 17 по 27 мая. И все было бы возможно, можно было бы эту историю проскочить. Вообще Венера, Нептун– это когда мы либо ошибаемся в отношениях, у нас розовые очки бьются стеклами внутрь, либо мы ошибаемся в финансах, верим в легкие истории быстрых заработков, да, обманываемся, позволяем себе обманываться, вкладываем деньги в какие-то непонятные истории информационных ресурсов. То есть здесь абсолютно мошеннические истории, потому что Венера в близнецах– это когда хочется быстро, это когда хочется ничего не решать, ни за что не отвечать, главное быстро сейчас здесь заработаю, перекручусь и получится. Эта история с 27 мая по 6 июня Венера после аспекта с Нептуном встает в четкий аспект квадратуры с Сатурном. А Венера-Сатурн– это всегда у нас либо решение долговых вопросов, либо мы остаемся без средств существования, у нас резко финансовые дефициты. И здесь очень хорошая история, например, если на этом аспекте вы приобретаете недвижимость и у вас, например, еще в какую-нибудь ипотеку, в кредит, да, и потом понятно, что пока вы настраиваетесь, там первый, второй, третий платеж, у вас, естественно, дефициты, но, понятное дело, вы вложились в нечто такое большее для себя фундамент, и эти дефициты понятны. Но когда перед этим, то есть в середине мая или в начале мая вы вложились в какую-то историю и ждете от нее потрясающий такой результат, четкий, честный, скорее всего, к концу мая эта история у нас еще 31 мая у нас еще и полнолуние, и это полнолуние у нас в Стрельце, и после этого полнолуния Луна становится в соединении с Лилит, то есть это такая история, когда реально объективно страшно. То есть конец мая может нам вот так казаться, что же мы наделали, куда мы вложились. Но одно дело, опять же, если вы вкладываетесь и у вас все бумагами подкреплено, и вы можете откатить все истории вопросов, это одна история. А если вы думаете, что вы сейчас быстро что-то такое сделаете, и оно вот так получится грандиозно, эта история может быть сомнительна. Конечно, дорогие, под каждый гороскоп свои транзиты еще дополнительные есть, поэтому если у вас есть какой-то большой мощный план на этот май, на вторую половину мая, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, нюансы ваших историй. Тогда мне будет более логично, понятно открывать ваш гороскоп и смотреть, что же там будет. Но те карты, которые я видела, а их много в просчете, конец мая, все финансовые вопросы, они непросты. Придется решать, регулировать, договариваться, поэтому высвободите для себя ресурс, потому что, ну, у нас, когда и Венера у нас находится в Близнецах, после этого у нас еще и Меркурий в Близнецах, и эта история, когда нужно договариваться, понимаете, просто так само не решится. Поэтому здесь будьте аккуратны в финансах, все четко просчитывайте, договаривайтесь, особенно если вы решили. В отношениях тоже будьте стабильны, потому что очень легко захочется в начале мая, в конце апреля сказать: я устал, я ухожу, мне надоело, ухожу в закат, мне нужны легкие отношения. В середине мая придет жесткая грусть, в конце мая, в начале июня будет сожаление, одиночество, что меня в новых отношениях точно так же не понимают, а нужно самим себя понимать, любить, и тогда все остальные люди будут любить нас. Понимаете, вот как это работает? Да, вот такой май. Май неоднозначный. Но еще раз хочу сказать, дорогие овны, и первой, и второй, и третьей декады. Здесь история того, что нельзя сидеть на месте и ждать, пока этот период времени уйдет, закончится. Нет, потому что эти ситуации нам всегда для роста, когда мы умеем договориться там, где мы раньше не договаривались. У овнов третьей декады здесь вообще на май Юпитер идет просто по третьей декаде рака. И здесь нужно, конечно же, договариваться, решать вопросы, делать, и у вас должно все получиться. Овны третьей декады, овны второй декады. В любовных отношениях постарайтесь быть не жесткими. У овна второй декады на этот май очень хорошая история приобретения недвижимости, потому что
Сатурн уже перешел во вторую декаду Овнов, здесь повышение профессионализма, заработок тех самых денег, которые вы хотели. В общем, все, что я говорила про Сатурн в самом начале видео, вот оно уже с вами начинает работать Овны второй декады в мае. Понимаете, о чем я? И здесь, да, здесь могут быть споры в отношениях по поводу квадратных метров, споры на работе по поводу денег. И это нормально, нужно договариваться и включить своего Овна в этом году и в следующем году для того, чтобы стать тем самым Овном, которым вы должны быть, ради которого, ради тех целей, которых вы родились и вообще живете эту жизнь, что-то делаете, развиваетесь и тому подобное. Овны первой декады, у вас в отношениях постарайтесь не наводить какую-то такую эмоциональную историю, не уходите в эмоции, идите в продуктивность. Хороший на самом-то деле аспект соединения с Нептуном для творческих людей, поэтому если вы Овен первой декады и вы творческий человек, у вас будет как раз-таки вот этот эмоциональный интеллект, у вас будет вот это творческое начало, где-то немножечко трагическая история, где-то, может, лирическая. Для журналистов история для писателей очень хорошая, для там фотографов. Творческие люди, вы в словах, в письмах, либо в контенте вы творческий человек, да, то есть для вас эта история будет очень хорошо идти работать. При всем при этом у Овнов первой декады в этом мае и Плутон, и Уран– это финансы, это продвижение, то есть такие транзиты не скоро будут в наших жизнях, дорогие овны, первой декады, поэтому здесь дерзайте, только вперед и не надо переживать, если что-то идет не так. Идеального мая не обещаю, понимаете, но быть начеку и все контролировать, это 100% делать нужно. Идем дальше. Июнь. Основные события июня. 15 июня у нас новолуние в Близнецах. У нас 21 июня летнее солнцестояние заканчивается, астрономическая весна, начинается астрономическое лето. В этот же день у нас Юпитер в отдаленной оппозиции становится с Плутоном. Аспект очень больших денег, который будет у нас работать еще весь июль и первую половину августа до коридора затмений с 12 по 28 августа 2026 года. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому все, кто ждет легкого лета, если вы в работе собираетесь делать много, то для вас оно будет тем самым летом, в котором в работе можно получить то, что вы хотите. Поэтому здесь включайте свой профессионализм. И да, в конце июня, 30 июня, Юпитер меняет знак, переходит в знак Льва, и все овны начинают просто аплодировать. И в этот же день, 30 июня, Меркурий в Раке выходит в ретроградное движение, и до 21 июля будет в ретроградном движении. Но это будет момент противоречий для Овна второй и третьей декады, поэтому все июньские вопросы, дорогие Овны, второй и третьей декады, если вы не успели решить до конца июня, то в июле до 21 числа у вас есть как раз-таки вот это окно их решить. Но это напряженная квадратура а, ретроградного Меркурия, поэтому коммуникация будет идти сложно. Но если быть максимально душевными, максимально понятными, пытаться понять собеседника и ситуации, которые будут происходить, все у вас получится. Вот, не забегаю так сильно вперед. Начало июня будет зависеть от наших с вами действий. Почему? Потому что если мы в мае сотворили какую-то непонятную историю с финансами и решили все это бросить на самотек, тогда здесь история, конечно же, будет напряженной еще и первую неделю июня. Здесь, конечно же, это нужно максимально четко понимать. То есть нужно это решать, нужно таки договариваться. И здесь хочу сказать, что у овнов первой декады в этом как раз-таки июне очень хорошая история финансов и профессионализма, потому что у нас и Венера, собственно, выходит из знака Рак, переходит в знак Льва 13 июня. И здесь начинается такой большой, мощный виток, потому что она в соединении с Юпитером это делается, выстраивается потрясающая конфигурация на такие большие, мощные, серьезные деньги, но
Здесь не просто финансы, здесь улучшение вашей качества вашей жизни. В июне уже начинает эта история работать, и она продлится на июль. Забегаю вперед, чтобы вы понимали, сколько сил вам нужно будет к этому лету. Понимаете, о чем я говорю? И если смотреть на все месяцы, то апрель, он вот здесь, хоть и кажется, что апрель будет супер вау, май повыше, а июнь вообще выше, а июль еще выше, понимаете, по амплитуде наших энергий, действий затрачены. Так вот, май, точнее июнь с 12 числа для овнов первой декады максимально продуктивны. Если вы усмирите свои эмоции, будете четкими, продуктивными, включите свой масштаб личности, ускоритесь, будете подбирать новые методы в работе, в жизни, в построении качества, улучшения своей жизни, тогда будет все очень хорошо. Овны второй декады на этот июнь приобретение недвижимости, но оно не будет легким и простым, потому что здесь квадратура с Меркурием, да, который в июле еще вернется для того, чтобы дозавершить эту историю. И если в июле не получится, то тогда в августе, дорогие мои, дерзайте, в августе точно получится, потому что Меркурий там будет во Льве вместе с Юпитером. Понимаете, о чем я говорю, да? Овны второй декады. Это подготовка ваших финансов, улучшение ваших финансов, структура в деньгах, основа для того, чтобы вам не были вот эти финансовые откаты назад, закрытие всех долговых историй. Здесь максимальная дисциплина в финансах, в том числе продуктивность в работе. И новый проект нужно брать, раскачивать его, какие-то новые обязанности в работе тоже для повышения своих компетенций, для того, чтобы себя максимально показать красиво. Эта история будет у вас очень хорошо работать. Ну, конечно же, приобретение недвижимости овнов второй декады в этом июне, это да. Овны третьей декады. У вас классная история работы с Юпитером. И с 21 июня он уже становится сам в оппозицию с Плутоном, а с 12 июня он еще в соединении с Венерой. Хорошие финансы, хорошо работать с женщинами, хороший финансовый поток с середины. Ну, Овнов третьей декады, он хороший финансовый поток и вообще весь июнь, если вы будете хорошо прямо-таки включитесь в свою работу, работа с женщинами, хорошо вкладывать, что-то покупать для красоты своей, в том числе в дом, уют. Очень хорошая история. Включайте новые коммуникации в свою жизнь в том числе. Убирайте ссоры, убирайте скандалы, конфликты. И да, в конце июня Лилит заходит в третью декаду Стрельца. И здесь вам станет немножечко страшно от того, что вы можете, какого успеха вы можете достичь. Поэтому для вас и май, и июнь будут потрясающе профессиональными. Поэтому здесь постарайтесь сделать максимум для того, чтобы потом еще покопаться в своих страхах, волнениях, сомнениях, чтобы в июле это было еще сильнее, еще мощнее. И это был совершенно, возможно, все те планы и проекты, которые были в вашей голове, вы скажете, что даже они это не то, что вы хотели, а вам хочется больше. Поэтому здесь, возможно, пополнение в семействе у Овнов третьей декады, но это будет вызывать у вас страх, панику и волнение на напряженном аспекте Юпитера. Но опять же, иногда определенные противоречия нам нужны. Это не хорошо, не плохо, это данность. Да? Не уходите в ссоры, скандалы, в самобичевание, идите в повышение своего профессионализма, и тогда и лето, и осень будет классными. Вот такой гороскоп, дорогие овны. Это весна изменений. Не получится жить по-старому, потому что по-старому неинтересно. Не получится с теми же настроениями. Нужно изменить себя не под обстоятельства даже этого мира, для своего же будущего. Вот так это хочу сказать. Для того, чтобы понимать, каким все-таки человеком вы хотите жить, какой уровень комфорта иметь, как вы хотите жить, какую историю свою вы хотите написать, потому что Сатурн перешел в знак Овна. Сатурн – это прямой прототип истории. Как вы сами напишете историю своей жизни, будет зависеть только от нас. Я тоже Овен, поздравляю вас с Новым годом, своим персональным, очень важным. Этот год очень важен для Овнов. И помните, если сейчас трясет, это потому, что не разобрались со старым. Волнует старое и не дает двигаться вперед.
меняемся, трансформируемся, убираем свои минусы, делаем из них плюсы, как я всегда говорю, из лимона сделать лимонад. Вот это та самая весна. Мы все про себя прекрасно знаем, максимально честно про это говорим, не боимся смотреть правде в глаза. Осталось только включить Овна по максимуму и делать то, что всегда хотели. Но максимально честно, красиво и профессионально. Я желаю вам потрясающей весны. Двигайтесь вперед в развитие, и тогда все у вас сложится как надо. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот такой гороскоп. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Ну и по классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите. Надеюсь, они помогут вам принять верное решение. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.